Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить трюфели, изысканные шоколадные конфеты с очень нежной и вкусной начинкой. Подробности все я расскажу, все секреты, что зачем идет. Обязательно досмотрите видео до конца и не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого ранее. На моем канале уже есть множество рецептов конфет, но этот будет особенный и, поверьте, вам он точно понравится. Список всех ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании под этим видео, и для вашего удобства вы сейчас видите их на экране. Самое главное в приготовлении трюфелей – это шоколад. Он должен быть качественный, хороший, с правильным составом, поэтому очень хорошо подготовьтесь и найдите тот шоколад, которому вы доверяете, который вкусный и с правильным составом. Основа наших конфет – это белый шоколад. Его мы растапливаем любым удобным для вас способом. Я буду делать это на водяной бане. В мисочку я выкладываю шоколад, беру кастрюльку, наливаю немножко воды, сверху ставлю миску и довожу воду до кипения. Затем на среднем огне, постоянно помешивая, растапливаю. Главное, чтобы мисочка не соприкасалась с водой, иначе шоколад подгорит. Также вы можете растопить шоколад короткими импульсами в микроволновке. Теперь займемся клубникой. Нам понадобится сублимированная клубника. Это такие ягоды, которые высушены особым образом. И в них сохранены все витамины. Вы также можете приготовить такие ягоды самостоятельно, если у вас есть сушилка или дегидратор для фруктов. Я же просто купила их в магазине в отделе здорового питания. Отправляем наши ягоды в блендер и измельчаем в пудру. У нас должна получиться клубничная пудра. Именно она придает конфетам насыщенный яркий клубничный вкус. И отставляем пока нашу пудру в сторону. Теперь займемся сливками. Сливки мы доводим до кипения, практически до кипения, но не кипятим. С первыми пузырьками мы сливки выключаем. Тем временем я продолжаю растапливать шоколад до вот такого жидкого состояния. У вас не должно быть никаких комочков. Как только растопился шоколад, добавляем горячие сливки и хорошо все перемешиваем. Теперь в горячий шоколад отправляем ванильный экстракт. Если у вас его нет, можете добавить ванильный сахар, буквально пол чайной ложки, но все-таки лучше ванильный экстракт. И щепотку соли обязательно для баланса вкуса. Перемешиваем и отправляем клубничную пудру. Во время перемешивания вы увидите, что шоколад может взяться комочками, но на самом деле это не шоколад, это клубника, которая в горячем виде может немножко разбухнуть, поэтому не пугайтесь, просто пробиваем массу блендером, у вас получится однородный, красивый, глянцевый ганаш. И даже если у вас был шоколад, который не полностью растопился, после взбивания блендером все это уйдет. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник после того, как мисочка остынет, на ночь, на сутки, на 8-10 часов. Чем дольше простоит ганаш, тем лучше. У меня ганаш стоял всего 2 часа, он не очень твердый. Все-таки рекомендую вам оставить его на ночь, для того, чтобы вам удобнее было с ним работать. Теперь нам нужно скатать шарики. Для этого я рекомендую надеть перчатки, так как от температуры тела шарики могут таять и будет не очень комфортно работать с конфетами, тем более, что потом мы будем их покрывать шоколадом. Из этого количества у меня получилось 35 конфеток. У вас может получиться больше или меньше, в зависимости от размера, который вы будете формировать, поэтому ориентируйтесь на свой вкус. Но все-таки трюфели рекомендуют делать в половину меньше, чем грецкий орех. Может, что-то среднее между грецким орехом и фундуком. Но опять же, у нас здесь не кулинарная школа, ориентируйтесь на свой вкус и делайте так, как вам нравится. После того, как все шарики готовы, убираем в холодильник тарелочку с будущими конфетками еще на час-полтора. За это время мы подготовим темный шоколад. Здесь я рекомендую брать шоколад с содержанием какао 70%, для того, чтобы был баланс вкуса. Начинка сладкая, покрытие из черного шоколада,
поверьте, вам такое сочетание точно понравится. Если вы покроете сладкую начинку еще более сладким шоколадом, то может быть немножко такой дисбаланс. Но опять же, попробуйте так, сделайте оба варианта и выберите, какой нравится вам больше. Когда конфеты уже постояли в холодильнике, застыли, мы переходим к покрытию шоколадом. Берем подложку, на которую вы будете выкладывать конфеты, покрываем ее пергаментом и просто окунаем холодные конфеты в шоколад. Они очень быстро застывают, поэтому старайтесь сразу украшать конфеты по своему вкусу. У меня здесь измельченный фундук и кусочки сублимированной клубники. Но опять же вы можете ориентироваться на свой вкус, как вам нравится. Можете вообще не покрывать ничем, но мне захотелось использовать ягоды и орехи. Обратите внимание, что мы не темперируем шоколад, мы его просто растопили. Как темперировать шоколад, это я уже рассказывала в предыдущих рецептах. Если вы хотите более подробно ознакомиться с этой темой, я оставлю ссылку в описании под этим видео и можете перейти и посмотреть. Так как трюфели у нас будут храниться в холодильнике, мне не нужно темперировать шоколад, в этом нет никакой необходимости, поэтому для удобства, для облегчения работы мы его просто растопили. После того, как покрыли шоколадом, убираем в холодильник еще на полчаса и можно пробовать. Посмотрите, какая начинка. Конфеты получаются очень нежные. Если они сутки еще постоят в холодильнике, начинка станет более плотная, конфеты получаются еще вкуснее. Поэтому наберитесь терпения и пробуйте все-таки конфеты, когда они будут полностью готовы. Тогда вы сможете правильно оценить весь вкус этих конфет. Конфеты храним в холодильнике в герметичном контейнере 2 недели, до 2 недель. Но я уверена, вы очень быстро их съедите, поэтому это просто вам для информации, чтобы вы знали, как их сохранить. Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Пишите в комментариях ваши предложения, пожелания, какие рецепты вы хотите еще от меня услышать. Всем спасибо, берегите себя, до скорых встреч. Всем пока!